Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что подскажут карты на этот период уходящего года. И первую карту мы достанем, что окончательно завершится в вашей жизни. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, мои дорогие стрельцы, мы с вами проведем приятное время. И какую-то ситуацию вы сможете на пару шагов вперед просчитать. Или какой-то пазл словно у нас складывается в голове, когда мы даже общие прогнозы слушаем. Ведь слушаем мы одно, а у каждого что-то злободневное на повестке дня свое, индивидуальное. Итак, первая карта, если мы заявили, что завершится в последние дни декабря, как видят карты. А что нового войдет в вашу жизнь, стрельцы? С какими неожиданностями в этот период вы можете столкнуться? Чем запомнятся последние дни декабря для вас? И мы достанем 3 карты, 3 важных события, которые могут произойти. Может быть, это и одно где-то событие с какими-то нюансами, или направление сферы жизни. Итак, что же завершится? Но тут нам не про завершение, а тут больше про импульс, про ваше какое-то решение. Может быть, исходя из того, что вы подвели итог, или в какой-то сфере вашей жизни наступила определенная ясность. Вы как будто знаете, чего вы хотите. И еще более точно знаете, чего вы не хотите. Вы сформируете новые, как инсайт, импульс или тема. В чем-то вы будете абсолютно уверены, или что-то вам будет интересно, мои дорогие, настолько, что вас это может захватить как и эмоционально, так и, правда, тут мы по пажу жезлов, как будто есть элемент обновления или элемент новизны. У кого-то все же жезлы, дела, работа, бизнес или деньги, то есть вот каким образом мы решаем эти вопросы или в этих сферах. И здесь может проиграться так, что даже и работа какая-то прежняя, возможность построить карьеру, например. Или смена руководства, например, на работе приводит к тому, что перед вами открываются новые возможности. Или вы где-то видите, допустим, человек к вам относится лояльно и понимаете, что вот у меня сейчас такая хорошая позиция, что-то для себя сделать на будущее. Вот у каждого по-своему проиграется эта карта. Но это как будто еще пока начало. У кого-то это может быть, иногда проходит. По пажу жезлов, когда мы принимаем решения по поводу людей, вашего окружения, когда, может быть, был такой эпизод, когда человек взрослый вел себя как ребенок, и не понадеешься, и ответственности не потребуешь. Так вот, вы можете проанализировать и завершить где-то подобные отношения. Нам не про любовь где-то здесь говорят, хотя у кого-то разные отношения тут могут быть, как и личная жизнь, это могут быть и родственники. И сделать вот те самые выводы, что да, вот этому человеку, например, я не могу полностью доверять. У кого-то проиграется так. У кого-то вопросы просто связаны с вашими детьми. Давайте мы посмотрим, что нового войдет в вашу жизнь. Здесь, знаете, могут быть изменения. Часто по королю кубков проходят наши партнеры в личной жизни, буквально наши супруги, или тот человек, с кем вы, может быть, планируете вашу жизнь, или вы встречаетесь, вы, по сути, пара, может быть, и не оформили отношения. Вы можете как раз задуматься об оформлении отношений или какие-то изменения у человека, вашего близкого, которые таким или иным образом на вас повлияют. Если мы говорим вообще в целом по энергетике этой карты, что нового войдет в вашу жизнь, могут быть изменения в 2 сферах вашей жизни. Это чувство или личная жизнь, и второе – это сфера финансов. Вот где-то этими сферами вы будете наиболее активно интересоваться, как выстраивать какую-то свою стратегию финансовую, так и определяться в отношениях, вполне вероятно. Давайте посмотрим неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Здесь может быть встреча с человеком, конкретно король Пентаклей. Это не есть сама по себе неожиданность, это наоборот карта уверенности, но где-то прагматизма, когда все просчитано, когда все под контролем.
Король Пентаклей, он надеется сам на себя. Вам может знакомство с таким человеком подарить. Уходящий год вполне вероятно, и вы почувствуете к нему интерес, или, может быть, это как общее какое-то дело. Это вы можете, в принципе, находиться в подобных энергиях, и нам говорят, нет неожиданности. Есть где-то как благополучие, так и тезис, план, что я буду делать или чему я буду отдавать предпочтение. По королю Пентакли он создает себя сам, и его сложно выбить из колеи, потому что он хорошо знает, что обстоятельства все время меняются, и он словно готов к этому. Врасплох его застать практически невозможно. Он потому что как бы настроен сам, что изменения вокруг, в обстановке, они происходят повсеместно. Но он умело взаимодействует как и с людьми, так и с финансами. И его намерение всегда остается неизменным. И если необходимо, какие-то планы он готов скорректировать. Вообще это прочная позиция. Не совсем про неожиданности. Он для кого-то может проиграться конкретный человек. Вообще, если мы, как бы Пентакли, это у нас Земля, это Телец, Дева, Козерог, или человек, который, может быть, имеет асцендент у кого-то. Это может быть и по Луне. Давайте откроем карту, чем запомнится. Семерка Пентаклей, ну, где-то тут и про паузу нам могут говорить, могут быть и задержки с деньгами. Но это далеко не для всех, мы все-таки, другая у нас немножко идет постановка вопроса, чем запомнится. И дерево, на котором растут пентакли у нас, нарисованы на карте. И если мы говорим дерево, корни, надежность, вот все то, что я только что перечисляла по королю Пентаклей, проходит. Это наше, мы укрепляем, вы, мои дорогие стрельцы, вам захочется настолько вот какой-то фундаментальной надежности, когда, ну уже точно не будет в каких-то направлениях моей жизни, и это будет, скорее всего, отношения и финансы. Не будет какой-то синкопы, не будет этих неожиданностей. Значит, вы можете как и пересмотреть свои планы, обдумать, каким образом ко мне приходят деньги, во что мне следует вкладываться. Буквально я не имею в виду деньгами вкладываться, а силами своими, усилиями, временем затраченным, эмоционально где-то тоже, да, включением в тот или иной вопрос. А чему не стоит уделять внимание? Вы словно баланс будете проводить. Вот, наверное, что нового войдет? Баланс, сбалансированная жизнь, как отношения, повторюсь, так и где-то финансы. Давайте посмотрим, что же за главные события. Еще бы. Карта императрицы. Смена статуса. Вы можете, как вот этот король Пентакли, это может для кого-то означать либо руководитель, либо тот человек, который вас поддерживает, правда. Или это вы как получение новой должности. Но для кого-то это может означать по карте императрицы ваша новая идея. Вот как по пажу Пентакли тоже, которая в конечном итоге приведет к благополучию, процветанию. И это карта власти. Да, это карта власти доброй, когда готовы со всеми где-то взаимодействовать, договариваться. К реализации, успешной реализации будут многие проекты. Для кого-то из вас это может карта означать смена статуса через личную жизнь, предложение руки и сердца. Или вы будете предлагать, вполне вероятно, или вам могут это предложить. Я могу допустить, тут, наверное, у каждого по-своему. И если предыдущий ваш союз, не достиг взаимопонимания, и как раз уже де-факто вы не вместе, а де-юре еще как будто вас на бумаге скрепляют отношения. Кто-то из вас может как раз закончить вот этот жизненный этап для того, чтобы быть счастливым и новые отношения построить. Правда, тут настолько многогранная карта как по благополучию, достижение собственных амбиций, собственных планов, и когда вообще мы счастливы, и у нас все под контролем. Второе событие. Вы знаете, задержки в чем-то будут, правда. Какой-то вопрос, сколько ты не продавливай, не получится. Старший аркан, и, скорее всего, знаете, вам словно пространство, Вселенная будет помогать в последние дни
уходящего года, мои дорогие стрельцы. Поэтому, если что-то становится само как будто на паузу, нет смысла туда затрачивать усилия. Это может быть, к примеру, вы ждете оформления документов или какой-то подписи. Ну, так если получается, что не подписали или не получили вы какой-то документ. По семерке Пентаклей у нас говорят, что все равно вы это осуществите. Пусть не в эти дни, но значит в самое начало нового года какой-то проект будет продвигаться. Здесь словно что-то у вас происходит по судьбе. Но вот если мы говорим, какая-то замороженная ситуация по карте повешенного или двойственная ситуация. Может быть, у кого-то как по работе. Мне не сказали ни нет, ни да, а я сижу и жду. Вот тогда ждать нечего. По этой карте есть элемент жертвенности. Так вот, вам не захочется быть жертвой. Вам не захочется где-то ожидать с моря погоды или обещанного. И вы можете что-то подвести как черту. Потому что у вас как и статус меняется, но и ваша-то жизнь, отношения тоже, мои дорогие стрельцы, меняется. Вы почувствуете собственную силу и собственную возможность реализовать какой-то свой проект, нежели у кого-то может проиграться, я много времени затрачиваю на работу, и я теперь принимаю решение, ну, может быть, заниматься своим либо творчеством, либо хобби как-то превратить в источник дохода, либо ваше ремесло. Потому что у каждого по-своему, как я уже сказала, проиграется аркан повешенный. Но кто-то из вас скажет себе, что все, хватит, я больше не могу быть в каком-то режиме ожидания. И это будет начало каких-то ваших новых побед. У кого-то так тоже проиграется ваше решение. Давайте посмотрим, что же там еще за события. И вот у кого-то это может быть решение о том, что я меняю работу. Да, у кого-то проиграется в отношениях, я ухожу. Может быть, из отношений все-таки вот эта смена статуса. Вообще, по этой карте есть ситуация, как минимум одна, по одной сфере жизни, когда нужно принять окончательное решение. Или это вы ищете выход из создавшегося положения, и вы его находите. Значит, я могу предположить, для кого-то из вас, словно болевая точка, я должен вот... Не может продолжаться какая-то двойственность. Может быть, вот как раз эта карта будет связана с арканом повешенного, когда мы ищем выход из тупиковой ситуации. Вот мы словно попали либо в зависимость, либо мы двигались в каком-то направлении и пришли как к стене. И нам теперь невозможно что-то продолжать с одной стороны, а с другой стороны вам не захочется, мои дорогие. И это будет побудительным мотивом для того, чтобы изменить свое качество жизни. Для кого-то это будет, мы говорим, событие. Поездка куда-то, приезд к вам человека. Может быть и отъезд от вас, какого-либо человека, родственника. Или есть еще перемещение. Для кого-то из вас будет как желание, я решил, буду менять недвижимость и переезжать в другую местность. Может быть, очень далеко. И такое вполне вероятно. Кто-то захочет вообще смену совершить сферы деятельности, как будто занимались вы чем-то одним, а теперь вас как и заинтересовать может. Но есть еще и определенные предпосылки к этому. Как будто пространство, повторюсь, вам будет помогать последние дни декабря, мои дорогие стрельцы. И правда, как и способы заработка или сам по себе вопрос финансовый, может быть связанный с недвижимостью, вот это тоже может быть и переездом, и личная жизнь, отношения. Интересный у вас получается период, мои дорогие стрельцы. Тут какие-то очень важные решения принимаете. И самое главное, вы с новым вдохновением. Вы видите для себя перспективу. Вот в конце декабря вы как будто точно будете знать, куда я двигаюсь, чем я занимаюсь, кому я отдаю из моего ближайшего окружения предпочтение, а с кем я хочу, может быть, расстаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Помните, старший аркан императрица дает вам огромные возможности. И как будто вот это время уходящего года, пусть это будет последние дни, принять окончательно для себя, как знаете, может быть, даже прописать тезис-план, куда я иду или что я хочу для себя осуществить.
будет означать новое качество жизни в 2024 году. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.